Значит, раньше мы ходили на чиптюн-концерты, еще когда я учился в колледже, чтобы поугарать. Ну, типа, энергичная музыка, прямая бочка, какие-то пиликалки, все очень круто. А уже спустя какое-то время эти концерты превратились просто в такие ламповые оффлайн-тусовки, где мы можем встречаться, делиться какими-то, не знаю, там, интересными штуками, обсирать друг друга или кого-то, наоборот, хвалить. В общем, это просто такое оффлайн мероприятие старых дедов, которые любят пиксели. Первый концерт, на который я сходил, это был концерт Кола Кида и Зана в Москве. В каком клубе, я не помню. Мы вообще узнали про чиптюн, потому что был Last.fm, да? Он так он назывался? Да, с Кроблем. Да. И как-то пришел знакомый, с курса. И такой говорит, блин, а вы слушали когда-нибудь чиптюн? Я такой, нет. А что это? Он говорит, это типа музыка из видеоигр, только танцевальная. Я такой, блин, круто. И тогда накачал себе с Рутрекера, по-моему, дискографию Зана и дискографию Кола Кида на свой iPod Touch. У меня был тогда. Я их, слушал. И было очень круто. И так получилось, что я начал их слушать, и начался концерт. То есть сказали, что вот когда-то, там, через пару недель будет концерт. И мы такие, все, берем, идем. И было очень круто, потому что это, по-моему, такой прям разгар. Как раз-таки, когда Зан писал самые крутые треки, Кола Кид писал крутые треки. Много народу приходило, все тусили. В общем, все было очень круто. А потом был Forest Dump, крутой формат, после которого я вообще решил заниматься музыкой. Не то что, а именно понял, что кому-то это надо, кто-то это слушает. А тогда и ты, и Astro the Fox первый раз, по-моему, вообще проявились и сыгрались. Да. И, в общем, было вообще очень круто, потому что я тогда написал, несколько треков, у меня там было, наверное, треков 7. У меня было какое-то выделенное время на этот Forest Dump. Я поиграл, всем вроде бы понравилось, и потом ты меня пригласил, по-моему, сказал, типа, а давай, у нас сегодня вечером в клубе концерт на Савеловской. Не хочешь ли ты поиграть там в самом-самом-самом конце? Я говорю, блин, это же прайм-тайм. А ты поиграл тогда? Да. Было круто. Я не знаю. Последний раз, когда мы делали какую-то тусовку, маленькое помещение было забито. В целом, никто не ушел недовольным. Я надеюсь, что всем все понравилось, все потусили. Люди подходят, делятся своими эмоциями, впечатлениями, дают какие-то, в общем, не знаю, дарят позитив. Это прикольно. Я говорю, чиптюн — это просто тусовка любителей пищалок. Это все. Для меня. То есть я вообще вот этим всем занимаюсь, рисую там обложки какие-то всем, на афиши. Я вообще даже ничего за это не прошу, потому что я вообще не понимаю, что тут, во-первых, просить, а во-вторых, я реально искренне просто делаю, помогаю ребятам. В общем, для меня это просто такая маленькая ламповая комьюнити. Вот и все. У меня не было консолей как таковых. То есть мы играли, конечно, там на Денде, но у меня не было такого, что я там фанат пиксельных игр, и вообще считаю, что асты, из пиксельных игр это вообще никак не связано с чиптюном, лично для меня. Потому что чиптюн это все-таки что-то другое. То есть
Для меня это андеграунд, чиптюн такой, то есть это не какой-то жанр, ничего такого в этом нет, просто андеграундная сцена, где музыканты разных жанров себя реализуют посредством трекерной музыки, и даже не только трекерной, а просто синтов каких-то и прочее. Вот, наверное, вот так. Ну, еще есть такой какой-то вайб от этого всего. Ну, не знаю, как лоу-фай или домашнего, что ли. Ну, не знаю, в общем, как лоу-фай, наверное, потому что асты к играм их писали профессионалы. То есть, грубо говоря, были профессионалы с там, академическим, консерваторским образованием, которые потом просто посредством трекерной музыки пытались записывать. Ну, для них это просто был такой как бы инструмент. Это не был какой-то их основной инструмент самовыражения. Это просто был технический инструмент, благодаря которому они делали музыку для видеоигр. А чиптюнеры, они как бы сознательно приходят к тому, что используют, ну как, пищалки, короче, для своей музыки. То есть вот такая ситуация. Такая ситуация на рынке чиптюнер. Всегда была андеграундная сцена. У нее никогда... То есть это даже, можно сказать, феномен, что у нее когда-то было много прослушиваний. Это лоу-фай сцена с такими, как бы, не знаю, как самородками или просто людьми, которые фанатиками, которым просто это нравится. То есть, не знаю, неважно, что будет, типа, что модно, что не модно, что вообще там, не знаю, что происходит на улице. Люди все равно будут этим заниматься, потому что им это нравится. Если как бы кто-то хочет из этого сделать масс-проект какой-то, ну, как бы флаг в руки. Я думаю, что если чиптюн начинать коммерциализировать, то получится дабстеп с какими-нибудь там пиксельными сэмплами. Гиперпоп с автотюном. Да, гиперпоп с автотюном, ну это, ну, короче, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, в общем, тут какая-то своя атмосфера, ее невозможно. То есть для каждого чиптюн это свой. Ну, это что-то свое, что-то личное, вот и все. А по поводу true, не true, что делать, нет железок, ну, как бы, когда они были, во-первых, эти железки, то есть, мне кажется, все, ну, вот я когда начинал заниматься, я помню, что купил геймбой за довольно большие деньги, потому что я не знал там всех этих тонкостей. То есть те, кто в эту тему входит, им, конечно, как бы и так это все дорого обойдется. По поводу true не true, именно играть на железках, но я не играю на железках, как бы мне кажется, что я true. Потому что какая разница, типа, на чем я это делаю, на геймбое или там на компьютере пишу. Сам факт того, что это, во-первых, трекерная музыка. Вон, Пурли Грей, наш любимый, он, блин, во всех трекерах пишет, в каких только может. И что Пурли Грей не true. Поэтому, как бы, это вообще все. Это, не знаю, какие-то игры, знаешь, там, типа, true, не true. Я помню, мы еще когда граффити занимались, тоже там, типа, кто true, кто не true. Вот, и смотрели, там, у кого краска подтекает, тот не true. А у кого там не подтекает, тот true. Ну, в общем, просто какой-то детский сад, на самом деле. Как бы, главное, чтобы люди чем-то занимались нормальным, творчеством. Причем неважно, как бы делают они это с коммерческой точки зрения или просто для себя. Считаю, что каждый человек должен заниматься творчеством так или иначе. И чиптюн как раз таки является
таким направлением самореализации. То есть от чиптюна дальше можно скакать. Кто-то пойдет в геймдев, ну, просто там, не знаю, музыку для геймдева будет писать. Кто-то там начнет что-нибудь другое делать. Ну, в общем, как стартовая какая-то точка, я думаю, что это вообще супер. То есть каждый себя найдет в этом, я уверен. Ему что-нибудь приглянется, и он будет дальше продолжать заниматься. Вон, допустим, в твоем сообществе, в Блиплав, там постоянно кто-то добавляется, кто не связан с чиптюном как музыкой, но при этом, допустим, делает какой-то свой трекер или, там, я не знаю, участвует в дополнительном, ну, как-то помогает кодить какой-то трекер или там еще что-то. В общем, энтузиастов. Кто-то вообще просто занимается тем, что паяет эти геймбои, делает промоды. Хотя он вообще ничего. Просто странно. Вот, допустим, раньше, я помню, был такой чувак в Москве. Он просто продавал геймбой с промодом. Он вообще не ходил ни на что, ни на какие концерты, не слушал чиптюн музыку. Он просто типа на Авито делал промоды. Я не знаю, если вы знаете такого, напишите. Потому что я помню как раз таки. Я просто удивился, что кто-то просто модифицирует геймбой. Я так понял, ему просто нравилось разбирать эти кирпичи и в них там что-то делать, паять, не знаю. Короче, это каждый может себя здесь найти. Вот. Вообще еще я когда стал заниматься чиптюном, стал знакомиться со всякими музыкантами, с какими-то со сценой, обнаружил, что очень много похожих каких-то элементов в чиптюн сцене присутствует. Как в граффити, например. То есть тоже что-то все за какой-то там спот, за какие-то там, не знаю. Короче, все любят посраться. Вот. И для меня это вообще было такое, типа, я пришел из одного как бы комьюнити в другое комьюнити, где абсолютно то же самое. Причем как бы я, грубо говоря, что все постоянно там, не знаю, говорят, этот true, этот не true, этот там типа, не знаю, там, у этого там мелодии плохие, у этого там кик типа какой-то ворованный. Ну, короче, и так в граффити постоянно такое было. Там кто-то своровал, там, я не знаю, что-то, букву какую-то, блин. Шрифты вообще. Ну, шрифты, не, доходило до абсурда, что там, не знаю, созвучное слово какому-то другому слову, все, ты как бы своровал. Ну, короче, как бы авторское право вот тут и зародилось, конечно. Просто взять, написать первый трек, это, полчаса, наверное. Можно, чтобы первый трек, какой-то, мы не говорим про качество, мы просто говорим про то, что за полчаса можно сесть и что-то написать. Поэтому я думаю, что было бы желание. Мне не показалось, когда я начинал, мне как раз-таки подкупил чиптюн тем, что очень быстро что-то получается. Такое прикольное, мелодичное, или вот, допустим, бочка-бас, да, помнишь, очень популярно было? Прям такой прямая бочка и бас такой, типа сайдчейновый. И вот я тогда в FL сидел. Вот у меня в FL вообще такой, чтобы он был именно плотный, да, такой прям бас, и кик. А почему-то в LSD это было очень просто сделать. Из-за того, что один канал всего лишь, и как бы там сайдчейн сам по себе получался. В общем, я думаю, что порог вхождения довольно простой. Но приобретать какие-то навыки, как-то улучшать свой скилл или там вообще думать над какой-то художественной частью, это уже, конечно, сложно. Потому что в один момент ты упираешься в возможности этих железок, и ты уже видишь, допустим, какой-то звук, хочешь сделать его, но понимаешь, что тот же самый LSD не может выдать его. Как, например, не знаю, какой-нибудь пианино. Вот приходится тогда как-то изворачиваться. Мне просто нравится как-то
нестандартно думать, типа, как это можно сделать. Может, кому-то это не нравится. Вот. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Но это интересно, как минимум. Это такой, типа, экспириенс. Ну, конечно, это не совсем аналоговость, но вот как-то на уровне. Как будто вот ты находишься в зарождении. Ну, когда ты берешь этот кирпич или там просто открываешь трекер в первый раз, у тебя ощущение, что ты у каких-то истоков электроники какой-то находишься. Ну, лично у меня. Я просто не шарю в этом во всем. То есть, поэтому для меня это вообще было круто. Прикольно. То есть, все светится, какая-то музыка играет. Причем мне на первое время нравилось, что WAV-канал звучит как бритва. Не знаю, такое странное чувство, типа, блин, почему он звучит как бритва? Ну, если через динамик обычный пропустить его. Это так, из прикольного. Да потому что это андеграунд, никто не понимает, что такое, ну, чиптюн, именно как чиптюн. Все понимают, что есть, типа, пиксельная музыка, ее называют 8-битная музыка, хотя она никакого отношения к 8-бит не имеет, но именно по звуку. Как бы люди, которые занимаются тем, что, ну, как креатив какой-то создают, да, на таких больших уровнях, они в эту именно андеграундную историю вообще не лезут. То есть они не представляют, что это такое, что существует какая-то другая музыка, кроме той, которую они там слышат в каком-нибудь клубе, не знаю, там, или по Spotify что-нибудь такое рекламирует. Или кто у нас там сейчас? Яндекс.Музыка. В плеере? Да блин, уши болят. От чиптюна болят уши. Это вот... это чистая правда. Как ты сегодня всю ночь тупить? Ну, все, и как бы отыграя свой сет, уйду домой. Да нет, кстати, в клубе очень круто звучит чиптюн. Не знаю, я помню, была тусовка, где был в одной комнате драм-н-бейс ночь, а во второй чиптюн-концерт. И типа чуваки, которые пришли на драм-н-бейс, где-то в середине тусовки, тоже ночная была, ушли на чиптюн, потому что им больше понравилось, ну, как звучит по динамике и прочее. Поэтому, кстати, вот в клубе, да, очень хорошо чиптюн звучит, не знаю, прям, ну, неожиданно круто, потому что вот ты слышишь там на колонках эти все пищалки, ну, вроде бы, да, круто, но на большой сцене, неважно, то есть, насколько она большая, но больше, чем ваша квартира, тогда, да, там вообще начинается очень круто. То есть звук прям такой плотный, кочевый, грувовый. Очень круто. А в наушниках, честно говоря, очень сложно слушать из-за большого количества песка. Но раньше я слушал, признаюсь. У меня прям были эти плейлисты и прочее. И я прям слушал, мне очень нравилось. Помог ли мне в жизни чиптюн? Ну, что он привнес в твою жизнь? А у меня, кстати, знаешь, такая позиция, что все, чем я занимаюсь, так или иначе, мне в какой-то из моментов жизни помогает. Чиптюн, конечно, во-первых, это увлечение музыкой и какое-то, ну, осмысленное, что ли. То есть я все, чем я начинаю заниматься, я как-то такой, так, нужно поглубже изучить эту тему. Соответственно, пока я изучаю там что-то из чиптюна, я узнаю что-то из другой сферы, потому что даже читая гайд по LSD, я помню, я его читал, по-моему, на английском языке или что-то такое. Ну, вот там всякие штуки, которые потом в синтезаторах, допустим, используются. Там резонансы, LFO-шки какие-то там, я не знаю, high-pass фильтры, low-fi фильтры. Короче, вот это все. Потом, ну, это же получается музыка, да? Музыка — это отдельный вид искусства, который также связан с другими видами искусства.
там с кино или там с чем угодно. Ну, в общем, вот этот музыкальный бэкграунд, который у меня есть, он мне помогает вообще и в работе, и просто по жизни. Из такого вот прям применения, как говорится, практического применения, я помню, что у нас была задача, нужно было сделать игру, такую браузерную игру на работе, еще когда я давно в офисе работал. И мы не могли найти музыканта, который нам сделает чиптюн трек, ну, такой 8-битный. Я такой говорю, ну, давайте я просто сделаю, и как бы чиптюн, он разножанровый, то есть это нельзя сказать, что это какой-то стиль, потому что пока ты изучаешь артистов, которые представлены на этой маленькой сцене, ты узнаешь про какие-то жанры музыки или стили, о которых ты никогда бы не мог подумать. И плюс постоянный симбиоз, допустим, там, чиптюна с хардкором, ну, хэви-хардкором, или с брейкбитом, как там еще, брейк-данс, я не помню. В общем, занимаясь этим жанром, ты познаешь больше, чем один жанр. Вот, и в этом как бы крутость. То есть даже на этой тусовке, которая сегодня будет, представлены 7 человек, 7 разных артистов, и, по-моему, ни у одного из них не похожи там ни по звучанию, ни по стилю, ни почему композиции. И мне кажется, что это очень круто. То есть чиптюн тусовки ты никогда не знаешь, что ты услышишь, какой стиль, неожиданность. Это такая, лутбокс. Ты типа идешь на эту тусовку и тупо лутбокс, что тебе выпадет? Там какой-нибудь нойз, или там хардкор, или какой-нибудь, не знаю, или какой-нибудь брейккор, что угодно. То есть ты, допустим, пришел послушать пиликалки из Марио, да, и может быть один кто-то еще хоть как-то похож на пиликалки из Марио. И я, на самом деле, много раз включал свои треки, вообще на каких-то там тусовках или мероприятиях, где вообще люди, не настроены были никак на чиптюн. То есть, и большинству людей заходит как раз-таки неожиданность того, что они вроде бы слышат вот этот писк, да, вот эти пищалки, которые характерны, как куда-то они их там отводят, не знаю, там в далекое детство, может, кого-то. И при этом несоответствие звучания, подачи и жанра. То есть у меня все-таки больше такое какое-то, не знаю, не агрессивное. В общем, это не классический чиптюн в его понимании, как обычно принято считать. И вот люди со стороны, они реагируют не обязательно положительно, но они реагируют очень живо. То есть, мне кажется, это самое прикольное, что для людей это необычно. То есть, чиптюн просто расширяет твой кругозор. И это очень круто. Я даже тут недавно общался с таким чуваком, тоже где-то познакомился с ним на какой-то тусовке. Он вообще, разбирается хорошо, в разных стилях. Мы с ним прям долго общались, я люблю про такое поболтать. И он, я ему начинаю говорить про чиптюн. Ты знаешь, чиптюн, он многожанровый. А так как он раньше никогда его не слушал, то есть он где-то, наверное, там слышал, в драм-н-бейсе, да, вероятнее всего, какие-нибудь эти пиликалки, где-то еще в дабстепе, да, дай бог ему здоровья. Но чиптюн он никогда не слушал. И для него чиптюн это, осты из видеоигр до сих пор, хотя он довольно, прокачанный в разных вообще стилях, и все знает. Но вот чиптюн он не знает, и от этого у него был какой-то диссонанс, когда я ему говорил, что, нет, чиптюн там не только это.
это там, ну не знаю, не только музыка из игр, или там не только драм н бейс и плюс там какие-нибудь, ну то есть это как бы такой многогранный жанр. Если помнишь, был пост-рок написанный, ну, не помнишь, как астронавт, что-то такое? Не слышал? С печалками? Угу. Ну, это же мои любимые, там Infinity Shield и Starscream. Или прям попсовый? Не-не, астронавт, я, не помню. Ну, короче, вот был пост-рок, прям пост-рок, такой, типа Maybe She Will. Только там был геймбой и эти, как там его, и гитары. Ну, то есть, а это тоже, в принципе, чиптюн. Есть, типа, техно, да, какое-то, есть там берлинское техно, есть там какой там френч техно. Это тоже все может быть в рамках чиптюна. Может быть там какой-нибудь скрима. Могут быть вообще... Ну, в общем, это просто, ну, как бы, у кого куда фантазия идет. И этим, как бы, чиптюн и прикольный. То есть, своей необычностью. То есть, и как сказать, наверное, не унифицированностью жанра. Для тех, кто не знает, что такое чиптюн, или слышал издалека, или всегда хотел попробовать, или еще что-то, советую просто продолжать изучать эту тему. И вы наткнетесь на очень интересные штуки. И неожиданные, самое главное. Вы поймете, что хоть это и андеграундное такое андеграундное событие, но оно ведет за собой в глобальном масштабе очень крутые последствия. Ну, например, если ты знаешь про трекеров, что типа вот когда была трекерная музыка, вот эта вся демо-сцена, потом уже все демо-сценеры основные, они, по-моему, Microsoft основали. Или какие-то, или, ну, в общем, какие-то компании. Ну, по-любому они были связаны так или иначе с чиптюном. И... Ну, короче, это прикольно. Непростая музыка для непростых ребят. Ну, в целом, да, то есть это такое, как бы... Ты учишься понимать, да, вроде бы непонятное для тебя. Ну, в общем, начинаешь заниматься чиптюном, и ты ожидаешь одно, а получаешь как бы другое, но при этом тебе все равно это нравится. То есть ты там, допустим, окей, услышал там в первый раз Кола Кида. О, вау, типа там... Да, Кола Кида. Услышал Кола Кида и думаешь, вау, там круто, там прямая бочка или какие-то там дэнсовые мелодии. А потом, не знаю, там слышишь какой-нибудь, не знаю, Дзен Альбатрос, и там просто такая депрессия, типа, постоянная идет. Ну, в общем, это просто такое исследование, постоянное исследование себя и исследование жанра, который как бы никак не освещает. То есть, если вы хотите быть в андеграунде, это как раз-таки очень хороший жанр, чтобы его, ну, изучать, потому что знатоков чиптюна, ну вот, не знаю, очень мало. То есть те, кто вообще понимает, что такое чиптюн, на чем он строится и прочее. Поэтому, если вам нравится всякое необычное говно, то чиптюн это как раз для вас. А если вам еще нравится писать музыку, то это вообще бинго. То есть тут вы можете себя проявлять как хотите.